Эвакуация нескольких районов Сумской области, продвижение ВСУ в соседней Курской, откуда жители убегают сами, вопреки вранью властей, и теракт на концерте Тейлора Свифт. О самом главном и интересном расскажем прямо сейчас. Двое детей погибли после удара россиян в Сумской області. Які знаходились на подвір'ї в школі, яка була знищена цим авіаційним ударом. ВСУ продвигаются в Курской области. Паника среди жителей и зэт-военкоров. Ну а вот у властей все по плану. Наступление остановили, всех эвакуировали. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи. ИГИЛ планировал теракт на концерте Тейлор Свифт. 3 концерта звезды отменили в Вене. 19-летний житель Нижней Австрии присягнул на верность нынешнему лидеру ИГИЛ в начале июля. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а вы пользуйтесь VPN, если вы в России или Беларуси. Ну а мы врываемся в новости. Из 23 населенных пунктов Сумской области проводят принудительную эвакуацию. Всего властям предстоит вывести около 6 тысяч человек. Эвакуация затронет 5 общин, которые попадают в зону огневого поражения оккупантов. Область под мощными обстрелами который день. Только накануне россияне там сбросили 60 авиабомб. Били по территории 4 районов – Шосткинского, Конотопского, Сумского и Ахтырского. Такого количества ударов кабами за сутки в области еще не было. Дети погибли из-за удара россиян в селе Могрица. 2 мальчиков гуляли у школи. Які знаходились на подвір'ї в школі, яка була знищена цим авіаційним ударом. І, на жаль, зараз вони загиблі. Крім того, на цей час ще 2 поранених. Це вже в інших населених пунктах Сумського району. Тому 56 авіаційних керованих бомб було застосовано проти населення Сумской области. По телевизору все врут. Прописные истины открылись жителям Суджи, Курской области, которая частично находится под контролем ВСУ. Хоть власти направо и налево рассказывали о эвакуации из зоны боевых действий, но на самом деле чиновники поспешили эвакуировать только себя. Не спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому люди сами спасались. Сами. Спасайтесь, кто может. Сами спасались. В Курске у здания Красного Креста, где собирают гумпомощь, собиралась огромная очередь. Люди рассказывали, что сами стали выезжать, а централизованной эвакуации не было. Кремль тем временем устроил аттракцион невиданной щедрости. С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Переселенцам Путин повелел выплатить примерно по $100. Бои в Курской области идут уже у села Кромские Быки, пишут зет-блогеры. Это село находится в 31 километре от границы и всего в 13 километрах от довольно крупного города Льгов. Можно говорить с точностью, что более 10 километров глубины продвижения, безусловно, было и есть. Это некий минимум. И здесь важно понимать, что действует украинская армия на ряде мини-направлений. То есть это не какая-то одна дорога или одно направление. Задействованы довольно большие силы. Но опять-таки сложно говорить, какие. Я не уверен, что российское командование понимает им, какие именно. Об этом свидетельствует и сообщения, в том числе официальные от Минобороны, и 1000 человек, и разговоры в Z-каналах о 2 бригадах, о силах 2 бригад, 4 бригад. В любом случае мероприятие носит масштабный характер. До сих пор не ясно, речь ли идет о рейде, то есть когда украинцы планируют по максимуму воспользоваться вот этой тактической внезапностью и успехом и вернуться назад, либо даже в связи с тем, что силы весьма и весьма большие, попробуют закрепиться, по крайней мере временно, на российской территории, таким образом взяв, что называется, плацдарм и открыв такой вот новый участок активного фронта.
ВСУ всего лишь за сутки прорвали оборону Курской области стоимостью в 15 миллиардов рублей, обратила внимание телеграм-канал агентства. Впервые после Второй мировой войны армия другой страны вторглась в Россию, пишет Bloomberg. Прорыв показал слабость русской обороны и взорвал образ Путина как защитника россиян, подняв в то же время моральный дух українців. Було вже 3 доповіді головкома Сирського. Доповіді результативні, саме такі, які потрібні нашій державі зараз. Я вдячний кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист наших українських позицій та виконання завдань нашої оборони. Українці вміють досягати своїх цілей, і це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час за умов справедливого миру. І це буде. Услышали сирену «Молитесь». Не готовят население к боевым действиям и власти Псковской области. Власти Невеля сообщили людям о предстоящей проверке системы оповещения людей. На вопрос, куда же жителям спрятаться в случае тревоги, чиновники сообщили, что в Невельском районе есть целых 28 укрытий. Однако, где они находятся, оказалось военной тайной. На территории Невельского муниципального округа создано 28 защитных укрытий. Информация о конкретных местах укрытий будет доведена до сведения населения в угрожаемый период. Украина попросила Мексику арестовать Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября. Ранее стало известно, что повторно избранная Шейнбаум пригласила Путина на свою инаугурацию. Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина в 2023 году. Мы надеемся, что правительство Мексики в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу Организации Объединенных Наций в Гааге. Покушение на Тейлор Свифт. Организаторы отменили 3 концерта мировой звезды, которые должны были пройти в Вене 8, 9 и 10 августа. Австрийские службы безопасности задержали 2 человек. Предполагается, что одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта завербовали через интернет. Отмену концертов Свифт прокомментировал даже канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, спецслужбы предотвратили нападение на ранней стадии. На концерты певицы в Вене были распроданы все билеты. Ожидалось, что стадион посетят около 170 тысяч зрителей. Утром в Тернице был арестован 19-летний гражданин Австрии. Еще один связанный с этим арест произошел во второй половине дня в Вене. Согласно текущему состоянию расследования, подозреваемые радикализировались в интернете. 19-летний житель Нижней Австрии присягнул на верность нынешнему лидеру ИГИЛ в начале июля. Впоследствии подозреваемые провели конкретные приготовления к теракту. Единственная в Украине горилла Тони отметила свой 50-й день рождения. По случаю именин сотрудники Киевского зоопарка провели для него пикник, который продлится 4 дня. Тони – один из старейших представителей своего вида в Европе. Если считать по человеческим меркам, то ему уже почти 90 лет. Так як сьогодні свято, то ми йому дали і помідори, і перець, і все, що ви бачите у цій корзині. Тільки що гарно воно презентовано. Він у нас майже вегетаріанець, і так він набагато краще себе почуває. Він вагу зменшив, і з здоров'ям все добре. Але він не сприймає чоловіків, а тільки жінок, то з ним працюють тільки жінки. Беларусь!
Друзья, наша небольшая команда живет именно благодаря вашей поддержке. Наших постоянных донаторов вы видите сейчас на экране. Все виды поддержки в ссылке в описании под роликом. Также призываю вас пользоваться VPN. Российской или белорусской власти очень неприятно альтернативное мнение, поэтому они блокируют YouTube. В описании под видео также способы обхода блокировки. На этом все. До новых встреч!